Вот, собственно, пришел наш проект, новый, который будем заниматься. Короче, разобранный под комплектующим NP-CNC или ЧПУ, или, резали, конечно, прям мастера своего дела резали. Так поебать, в принципе. Вот это вот такое. То есть трубы и вот такие пластиковые детали, валы, двигателя. Полусобранная конструкция NP-CNC. Как его еще называют, народный ЧПУ. Полем 600 на 400, 200 в высоту. Есть, конечно, огрехи пластиковых деталей, там расслоение где-то треснуло, где-то это. Это дело такое. Я не думаю, что при своем нынешнем опыте я напечатал бы лучше. В принципе, вполне живо пришло. Не решился я собирать, потому что по хорошей цене, в принципе, по цене комплектующих продают. Без платы, без ничего, моторы только и механика. Чтоб не взять. Люди собирали, старались, им оказалось не нужно, чтоб не взять, правильно? В итоге взял. Посмотрим, что из этого получится. И попробуем пофрезеровать, попечатать на нем. И что еще можно будет на нем сделать. Выбрал вот такую вот шнягу. Хрен его знает. Был вариант, конечно, взять Makito бэушную, там DeWalt бэушный. Типа в хорошем состоянии, но бэушный. Или взять вот такой вот новый. Сейчас дело в том, что хрен его знает. Оригинальные Makito, Bosch, хер просышь, уже их столько всяких копий, подделок, Пойди разбери, где шо, где оригинал, где копия, Может, если бэушный оригинал, может, он и стоил того бы. Я не уверен, короче говоря. А так зашел вот новый, вроде посмотрел, неплохо, в принципе, собирают. Отзывы вроде бы на него хорошие. Ставить что-то дорогое, крутое на станок, еще неизвестно, что там пришло, Товая рама-то. А так, чисто для попробовать, нормальный, я думаю, бюджетный вариант. Короче, взять просто нормальное шестерочное сверло, подходящее сюда, и заколхозить временно заколхозить эту фрезу, как под граверчик, как ее там заточить. Короче, и посмотреть, что оно вообще работает, как оно работает. Что интересно, крепления, те, что уже нарисованы под NP-CNC, они стандартные, они подходят под этот мотор, или придется перерисовывать? Было бы прикольно, если бы оно все подходило. Чтоб не дорисовывать ничего. Вот, ребятушки мои дорогие, собираю потихоньку эту ерунду. Конечно, все не могло быть гладко. Некоторые запчасти отсутствуют. Вот здесь вот, как эти называются, сухари, не сухари, короче, прокладки между трубами отсутствуют. Я их сейчас допечатываю. И надо будет напечатать. Этого я знал, что не хватает. Короче, площадка под инструмент, вот этот, к трубам, которая прикручивается. Потом внутренние сухари под нее же, которые в трубы становятся. И сам держатель инструмента, более-менее подходящий, нашел под свой фрезер. Будем пробовать его ставить. Он получается с быстросъемом самого фрезера. Поэтому он у меня будет окончательным креплением, а на него уже будет навешиваться, вместо фрезера будут переходные какие-то
площадки под экструдер, под лазер, если он будет. И эти площадки уже будут устанавливаться вместе с инструментом в этот держатель. Я думаю, так. Есть готовые там на этот станок быстросъемы под разные инструменты, но они хлипкие вообще, они там под экструдер и что-то маркер, вот. А хотелось бы все-таки, ну, чтобы фрезер 1,5-килограммовый сюда становился как бы нормально, а не какая-то бормашинка там и головка экструдера. Поэтому, может, потом дорисуем, чтобы был неснимаемый инструмент. Ну, не вижу смысла, там быстросъем, раз, 2 винта открутил, снял этот фрезер, который 1,5 килограмма, повесил головку печатающую. Наверное, это будет лучше, чем оставлять такой вес. А так, в принципе, вроде как то, на что я рассчитывал, то и, собственно, и получаю. Вот, потихонечку собираю. Параллельно смотрю, как оно собирается, что... Начал печатать PG. Да, печатаю неважные детали на этот станок из PG, а что-то важное, наверное, пойдет из ABS, плюс, пусть даже ABS плюс, но с ABS, наверное. А может и с обычного ABS попечатаем, есть еще чуть-чуть. Получается, при такой температуре камеры вот такие маленькие детальки, если их сразу пытаться доставать, вот только оно допечатало. Я одну перед этим пробовал печатать. Сразу ее попробовал доставать, а она, короче, как тянется, как этот. Ну, короче, мягкая, понял? Я думаю, что в таком режиме адгезия слоев должна быть неплохая. Опять же, это печаталась одна деталька. Как оно вот будет с 3, да я думаю, то же самое будет. Ну, как бы при 50 градусах такой, думаю, спекаемость тут должна быть хорошая. Пробую одно из креплений на станочек печатать единичкой с оплом 1 мм. Ну, вроде как должно хватать этого для таких технических неточных вещей, поэтому единичкой намного быстрее печатать. Получается на треть быстрее. ABS плюс. Количество шагов на миллиметр еще подбираю для первого сопла. Он белую вчера из креплений печатал. Такой вот получается. Вот это получается смещение, оказывается, из-за того, что я в этот момент как раз поменял подачу пластика, то есть увеличил подачу пластика, и прошивка в это время, как-то глючит, получается, да, и вот такое смещение происходит. Я вчера не сохранил значение потока, вот, и сегодня пришлось сделать то же самое, и опять такое же самое смещение. То есть у всех такая проблема, или только этого принтера. Вот она есть. Начал заново. И вот посмотрим первым соплом, как эта деталь будет нормально ли стыковаться с той деталью. Первым соплом. Должно, по идее, нормально все быть. Ну вот, допечатал эту детальку. Вот видишь, как углы подняло. Хоть 55 градусов в камере стоит. На свет. Первое сопло выглядит. Печать. Это поддержки, сколько я понимаю, уберутся отсюда с отверстий. Вот как-то так. Теперь это у нас должна стать вот сюда. Вот сюда. Каким-то таким макаром. Каким-то таким макаром, блин. А почему ее было не сделать удлиненной, чтобы она вот сюда вот
аж доходило. Вот это мне непонятно, почему именно так сделана модель. Но если смотреть по этому самому, вроде как прилипание было на этом торце, который подняла. На этом торце, чуть меньше, да, экструзия была, поэтому вот здесь экструзия и здесь экструзия примерно одинаковая. Слоновья нога и тут есть небольшая. А почему подорвала, блин? Так это АБС, это не нейлон. Нейлон бы вообще нахуй оторвало, блин, при такой конфигурации модели. То есть, как видим, блин, температуры в камере в 50 недостаточно, чтобы печатать беспроблемно такие вещи. Сейчас найду винты, еще закручу это, ставить дальше остальные крепления, если все сходится. Какая, блядь, веселая деталь получилась. Не все ж хорошее показывать. Вот такой вот вариант. Короче, блин, в процессе печати, видать, где-то зацепилось сопло и образовался такой вот перекос в слоях, видишь? Ну, я решил не останавливать, просто, блин, восстановлю ее. Вот. А здесь пластика уже не хватило. Она не только кривая, она еще и вот такая вот интересная. Из двух цветов. Двухцветная печать. Ой, не знаю, что, блядь, получится, не получится ее довести до ума. Первые шажочки, блядь. Полный шаг стоит. Поэтому гудит как ее помать. О! Одну ось пока подключил. Оп. Двигается, ёпта. Хера себе. Двигается. Прикольно. Пробуем первую программу на коленке запустить. Что она получится? Без микрошага, без ничего, блин. С полным шагом. Что-то даже рисует. Что остановилось? Что останавливается? Какая-то ошибка. Хер его знает. А ну-ка еще разок. На 2 изоленты закрутил. Так надежнее будет. Красиво, прикольно. Такое крепление фрезера Получилось. Ну, склеил. Не знаю. Косячок. Будет ли он что-то держать или нет. Как не вымерял, как не смотрел, но это крепление почему-то больше оказалось. Вот подмотал сюда хуипалы вот этой. Вроде бы и вымерял, вроде бы и смотрел. Может, из-за того, что первым соплом единичкой печатал, экструзии не хватало. Ну,
Блин, судя по верху, я не сказал бы, что не хватало экструзии. Вроде как по размерам должно было меньше выйти. Я опять не туда посмотрел. Как-то держится. Главное, блядь, не красота, чтобы он нормально, прочно держался. Поэтому вот так, по-быстрому, как можно быстрее, как можно всратей. В принципе, знаешь, как это раньше станки, блядь, в совке делали. Там же ж не было, отлили чугуна, как отлили, так и получилось. И ничего, эта штука работала вся замечательно. До сих пор эти станки со всратым литьем людьми пользуются, и нормально. Это не на выставку, не куда-то там пример печати показывать, а вот техничка, так сказать. Короче, мне сейчас надо позакладывать гаечки. Беру, закладываю, да. И, в общем, клея у меня нету, поэтому я сейчас их просто-напросто возьму и позаплавляю вот так вот. CNC Shield это так же самое и не работает, как не работал. Shield, блин, глючит от ноута. Причем как-то странно глючит. Ну, этот на Уне, который на Arduino Uno. Я его уже и так, и этот, и в тот порт, и USB-шку, и в эту. Разными программами, и фидрейты там. Что-то, короче, не ставил. Работает. Устанавливается программа. Есть двухкомпонентный, ну, блин, двухкомпонентным тут мазать везде. Короче, берем вот так вот пруточек и аккуратненько, чистеньким жалом паяльника. Тут стараемся только вот эту плоскость не сильно гандонить. И так вот, собственно, заплавляем. Гаечку заплавляем, чтобы она там и осталась. Знаю, брать где-то, блядь, системник, чтобы системника, блин, стационарного запустить эту программу. Могло бы помочь, но, блин, да еще системник городить не хотелось бы, конечно. Все-таки CNC-шка, блин, она компактная, от USB все. Хотелось бы, чтобы оно так компактно и осталось, а не городить тут огород. Системники еще, вот как-то так аккуратненько заплавляем, и все, я думаю, никуда эта гаечка отсюда не денется. Оп, и все. Выкручиваем, подчищаем. Все, вот все, блядь, опять остановился, сука. Ну что ты будешь делать, блядь? Я уже, блядь, не знаю, как с ним поебаться. Меня, блядь, просто заебало. Вроде бы дома запустил, блядь, с одним мотором, блин, программа отработала. От чего тут зависит? Я хрен его знает. От большего количества моторов, блядь, или хрен его знает от чего. Я не знаю, блядь, что делать с этой хуйней. Ну, системника я вчера пробовал. Системника с первого раза эта плата запустилась. Ну, отработала программу, там, долго, все отлично. С ноута, ну, вот в этот разъем я последний раз попробовал. Программа доработала. Здесь вот, блядь, 6 минут, все, нахуй, остановилась. Какого хрена она остановилась, блядь? Ну, пишут какие-то такие ошибки, какие непонятные. Что это значит? Хер его знает. Я уже и поставил там, что я тут поставил. Здесь, блядь, поигрался с этим статус pull rate.
Я так понимаю, это частота опроса. Короче, я не понимаю, что не так, блядь. Я уже и в бесперебойник его воткнул. Питание моторов в бесперебойник воткнул. Что, сука, не так, блядь? Я не понимаю. Я, правда, в отличие от вчерашнего, я ж перепрошивал. Тут я изменил, менял настрой. Количество шагов на миллиметр. Может от этого зависеть. Хер его знает. Посмотреть, может тут какие-то еще настройки. Вон, блядь, вот это шо, блядь, шо за хуйня? Хуй знает. Там есть на гитхабе вроде бы форуме, блин, что типа при подключении к USB сразу такая ошибка в G-код сендере. Ну, у меня-то не при подключении, у меня вообще в рандомное время. Там типа обновить. Че дома оно отработало, блядь? Это рандом или хуй его знает, короче. Она пришла, наша плата под МП CNC. Ну, все знают, как она выглядит, шо. Тут особо, наверное, смотреть нечего. Вот так вот она выглядит. Комплектация. Стандартный провод, только, кстати, коротенький. Вот я уже на почте видел. Вот это самое. Смотрел, что оно такое. Карточка на 128 мегабайт. Прикольно. Вот это вот такого плана. И вместе с ней взял Wi-Fi модуль такого плана. Ну, вот это вот станет на MP-CNC пока что. Заказывал по Украине, потому что получается, что в Китае заказывать мне, например, что в Украине одинаково, поэтому я буду ждать доставку, когда тут можно, собственно, заказать. И, собственно, дорогой экранчик тоже, собственно, сюда с проводочками. Обычный стандартный экранчик. Ну как стандартный. До этой платы много что подходит. Ну, вот я решил взять такой. С меньшим головняком. Поставил дисплей и все. Будем прошивать теперь. Пробовать запускать. Концевики сижу паяю. Вот так вот это будет. Нормально замкнутый этот. Вроде как там пишут. Должны быть подключены. И вот нашел такую хреновину. Распилял. Пины, все. Ничего не покупал, блин. Думал сперва купить пины, разъемы. Но потом нахер оно надо. Там обжимка еще, блин, искать. Покупать. Тут, в принципе, не так уж и много. 5 концевиков. Пока так сделаю. Если было бы много, стоило бы того. А так пока вот таким вот бич-вариантом. Натянул изоляции на пайку, да и все тут. Нормально. Вот. Ну, запускал я эту плату, работает все, все поделал, Wi-Fi, все как положено. Вот эту прошивку на Dual N-Stops у них скачал, получается, концевики будут с каждой стороны, 2 по X, 2 по Y. Ну и Z тут где-то здесь или здесь должен быть. И получается, запустил его на попробовать с репетира. Репетир хост вон под Wi-Fi. И я скажу так, что с под Wi-Fi он получше работает, блядь, чем вот эта плата с USB. Постабильней работает. В общем,
Ну, правда, на один мотор он от принтера запустил. Без глюков, без сбоев. Передавать на флешку, конечно, не вариант, так как очень долго. Но как вариант, если какая-то быстрая программа, там что-то по-быстрому вырезать, то в принципе можно передать прям по Wi-Fi. Конечно, печатать по Wi-Fi не будешь. Мало ли что заглючит. Все работает. Ну, осталось только вот эта нудистика, прям со всеми концевичками, со всеми проводами моторов. Там же ж надо... Но я так понимаю, концевики в принципе не так, чтобы нужны. То есть есть два варианта, как работать с этой херней. Либо, как обычно, работает 3D принтер, что едет домой, а потом едет в начальные координаты и начинает печатать. Либо можно установить начальные координаты непосредственно самому вручную перед печать. Я так понял, что основная причина, почему нужны концевики в данной конструкции, конкретно этого MP-CNC, чтобы точно по ним выставлялись оси X, Y, чтобы не было перекоса, так как у нас по два мотора на каждую ось. Ось, собственно, длинная. И для того, чтобы выставиться по нулям, чтобы они стали как бы вровень, есть такая штука, как отправить их домой, собственно, по концевикам, которые заранее выставлены правильно. Ну, посмотрим. Я пока еще не знаю, как это будет работать. Не особо тут еще разбираюсь, поэтому посмотрим в процессе. Ну, во всяком случае, я думаю, это должно намного продуманней работать. Всяких там плат наподобие с LTP-портом, всяких вот этих Match 3, блин. Я думаю, это должно быть как-то попродуманней под все эти дела. Ну, все-таки ребята занимались достаточно долго, достаточно упорно, платы современные, а не то, что плату продают за бешеные бабки. Продают плату, которая уже херово тучу лет, на нее цена не падает, ни хрена. Ну, все-таки как-то эти платы под принтера как-то развиваются, новые процессора ставятся. А брать этот LTP-шную плату, судя по всему, на которой все работает отлично, брать ее и искать какой-то старый хроматный компьютер, блядь, который уже отжил свое, блин, собственно, и к нему подключаться, ну, такое себе, придуманные современные процессора, микроконтроллеры, современная электроника, почему бы этим не пользоваться? Ну, в общем, не знаю. Еще один такой момент, когда при покупке решался вопрос с покупкой, собственно, платы под этот проект, да, была еще вот такой вариант, такую плату взять. Я так понимаю, это есть открытый проект на ESP32, собственно, плата, модуль такой, в который как вшилд вот этого под Мегу, под Уну, вот этот шилд, вставляется только ESP контроллер 32, и получается тоже можно с под Wi-Fi печатать, еще как-то. Ну, блин, что-то я не решился на эту херню брать. Ну, хрен его знает. Себестоимость этой платы, мало того, блин, она работает под GRBL. GRBL, я не помню, когда он последний раз обновлялся. Marlin может работать и под 3D принтер спокойно, и под этот как бы нет проблем. И, собственно, ну, с новейшим программным обеспечением. Вот. А там же на этот GRBL такие программы уже стрёмные, хрен его знает. Как бы брать под GRBL плату, блядь, за косарь, это за полторушку можно взять на Marlin. Ну, как бы, зачем? Может, и сюда можно, конечно, Marlin прошить, но, блин, если они продают плату вроде как готовую, да, с прошивкой совсем, и не очень хочется испытывать судьбу. Ну, посмотри на эту плату, да, и посмотри, блин, на эту, да. Ёпта мать, вот эта плата, вот это, сука, вещь, а это шо? Питание, смотри, поднагреватели,
эти винтовые разъемы, под вентиляторы винтовые разъемы, предохранители, 6 моторов, 6 концевиков, 4 термопары, да? Ну, то есть, как бы, видишь разницу. И вот это вот. Ну, такое себе. Так что все-таки взял эту плату и надеюсь, она оправдает себя. Настроек на самом деле в Марлине очень много, так что будет ЧПУ на Марлине.